Еще я бы всем предложила начать с проверки вашего недостатка. Это действительно какой-то изъян или вы придумали? Так бывает, опять же, защита от счастья. У нас у многих есть подсознательные программы, которые нам прям закрывают путь к нашему счастью, а недостаток — это прям идеальный предлог, чтобы оправдывать свое несчастье. И эту проверку можем сделать прямо сейчас. Возьмем первые два вопроса из инсайт-листа по моему курсу «Принятие себя». Если вы честно на них ответите, то уже станет понятно, надо ли продолжать работать с этим недостатком, или вы не совсем на то грешите. Обязательное условие, чтобы был результат, отвечать на вопросы письменно. То есть берете ручку, карандаш, что угодно и своей рукой записываете ответы на бумаге. Первое, просто записывайте свой недостаток. В чем здесь подвох? Одно дело, когда это там в голове где-то вертится, и так легко об этом просто говорить, знаете, как песенку петь. Но когда вы начинаете записывать, включается критический ум и начинает оценивать каждое слово, которое вы записываете. И тут человек может столкнуться с внутренним противоречием. То, что он себе фантазировал, это одно, а то, что он хочет сформулировать, это немножко другое. И бывает так, что человек, пока записывает, уже понимает, что да никакой это не недостаток. Следующий вопрос. Здесь мы отталкиваемся от самого слова «недостаток». Вот теперь запишите на бумаге, чего конкретно вам не достает в контексте вашего недостатка. И здесь могут быть два варианта ответов. Первый – это полная противоположность вашему недостатку. Например, недостаток – жидкие волосы, а чего не достает? Густоты волос. Или, например, недостаток маленькая грудь, не достает объема груди. Недостаток тонкие губы, не достает объема губам. То есть антиподы, да? И второй вариант ответа – это качество личности. Например, те же тонкие губы не достает уверенности в себе. Недостаток кривые ноги, чего не достает? Опять уверенности в себе. И если ваш ответ относится ко второму варианту, то есть к личному качеству, то вы начинаете работать именно над этим качеством. Потому что ваш изъян – это такая отмазка, и дело, как выясняется, не в нем. Если вариант первый – это антипод, то здесь задаете себе вопрос, а как я могу это получить? Например, грудь. Грудь маленькая, не хватает объема груди. Это исправить можно? Можно. Мы с вами в самом начале смотрели, что как раз пластика груди – самая популярная операция. То есть варианты есть. Другой вопрос – а вы на это готовы? Готовы ли вы использовать те варианты, которые сейчас в состоянии вам предложить мир, чтобы справиться с этой задачей? Если готовы, понятно, что делать. Если эти варианты вам не подходят, и вы понимаете, что нет, надо уже принять себя и жить счастливо, быть собой, радоваться жизни такой, какая я есть, то, конечно же, если вам понравились эти первые два вопроса примерно в таком формате и есть мой курс по принятию себя, и я вас на него приглашаю. Буду очень рада вас увидеть.